Если меня когда-нибудь спросят, в какие самые необычные игры ты играл, то я без колебаний назову две уникальные игры — Outer Wilds и Return to Obra Dinn. Эти игры запомнились мне как нечто уникальное и неповторимое. В глубине души я понимаю, что это самородки в единственном экземпляре. К ним невозможно создать сиквел, приквел или фанатскую копию. Сегодня я хочу рассказать вам об игре, созданной тем же человеком, что и нашумевшую Papers, Please. Как я отметил ранее, Return to Obra Dinn — это игра, которую я ни в коем случае не рекомендую спойлерить. Я советую пройти ее самому, а потом вернуться к просмотру видео. Чем меньше ты знаешь о сюжете, тем увлекательней будет твой опыт. Первое, что может вас отпугнуть, это стиль игры. Палитра буквально состоит всего из двух цветов и играет контрастами. Конечно, можно выбрать стиль цветов под себя, но это не сильно улучшит ситуацию. Даже если вам не по вкусу первое впечатление, я очень прошу вас потерпеть, и со временем вы поймете, что играете в самую уникальную игру. Цитирую один из обзоров в Steam. Это игра из тех, которые лежат в желаемом 2 года, а потом еще год в библиотеке. Но когда ты проходишь ее, жалеешь, что не сделал этого раньше. Великолепная игра от талантливого разработчика. Придраться к чему-то сложно. Стилистика, сюжет, музыка. Все замечательно. 10 из 10. Торговое судно Obra Dinn пропало без вести в 1803 году. Спущено на воду в 1796. 800 тонн, 18 футов. Капитан Роберт Уитерелл. Команда 51 человек. Отправлялась на восток, в порт назначения не прибыла. Сведения и запросы направляйте в канцелярию Ост-Индской компании в Лондоне. Почтенная Ост-Индская компания. Лично в руки старшему инспектору по страхованию Лондонская канцелярия. Судно Obra Dinn вернулось. Немедленно отправляйтесь в Фалмут и подготовьте полнейший страховой отчет. Мы — страховой инспектор британской Ост-Индской компании и прибываем к давно пропавшему кораблю Obra Dinn. Экипаж, состоявший из 60 человек, пропал без вести. Что же произошло на борту? Это нам и предстоит выяснить. А именно, где и как умер каждый член экипажа. В качестве инструмента нам предоставляют книгу, где прилагается несколько фотографий всех 60 человек, список имен и карта судна. Пролог. Полагаю, в этот момент вы находитесь на борту Obra Dinn. Я ожидал, что это однажды произойдет, и желал бы изложить причудливую историю всего судна полностью. Однако здоровье позволяет мне набросать лишь общую картину произошедшего. Ваше присутствие на Obra Dinn чрезвычайно важно. Доверяю вам изучение судьбы несчастного судна, как и завершение самой этой книги. Следующие страницы сперва могут сбить вас с толку, однако же со временем все прояснится. Используйте эти часы, чтобы определить личность и судьбу каждого, кто был на борту. Завершите каждую главу со всем возможным тщанием и отправьте книгу в представительство Франции в Марокко. Глава «Сделка» останется вам неведомой. Материалы ее хранятся у меня, и я предпочту держать их до поры при себе. Генри Эванс. А также загадочные часы. Начиная исследовать корабль, скорее всего может возникнуть вопрос, как тут вообще реально найти 60 человек? Но вот вы находите первые останки, и вам дают возможность применить часы. Captain! Open the door! Kick it in. Ah! Lest we break it down and take more than those shells! You bastards may take exactly what I give you! Это последние секунды жизни этого человека. Тут мы можем осмотреться, попытаться определить, кто есть кто. Например, тут мы отчетливо понимаем, что капитан кого-то застрелил. А из диалога понимаем, что на корабле был какой-то бунт или мятеж. Осмотревшись, нам предоставляют книгу, где можно указать, кем являлся погибший и как он умер. Также мы можем увидеть тех, кто участвовал в этой сцене. Как мы можем заметить, лицо предположительно капитана стало четким. Теперь лицо этого человека стало четким. Это означает, что сейчас его можно идентифицировать. Используйте часы и книгу, чтобы вернуться к уже увиденному и понять, что это за человек. Возвращайтесь к воспоминаниям на корабле с помощью часов.
Так вы сможете узнавать отношения между людьми, их внешний вид, понять, чем они занимались. В книге вы найдете карты, судовую роль, эскизы и текст диалогов. Используйте все это, чтобы понять род занятий, внешний вид и имена людей, а также отношения, которые их связывали. Корабль вышел из Англии с 60 людьми на борту. Установить личность каждого и узнать, что за судьба его постигла, будет непросто. Информации крайне мало. Вам придется делать выводы, опираясь на обрывочные сведения. Некоторые личности можно идентифицировать только методом исключения. Удачи! Над портретом капитана нарисована стрелочка. Что это значит, я объясню чуть позже. В первый раз, когда я увидел это, я был немного шокирован. И не мог представить, что мы увидим участь каждого члена экипажа. А главное, что мне предстоит это выяснить. Захваченный любопытством, я продолжил исследование. Сейчас же нам нужно понять, что вообще происходит. Немного побродив, я заметил еще одного предположительного заговорщика, который куда-то бежит. Но это все, что мы можем вычленить из этого воспоминания, а поэтому покидаем его. Вернувшись в действительность, мы видим останки еще 2 человек. Смотрим каждую по очереди. Where are they? Must be in here someplace. They're at the bottom of the sea. That's a lie. Заговорщики пытаются что-то найти. Но что? В результате потасовки капитан был ранен в плечо, а нападавший зарезан. Немного осмотревшись, замечаем убитого человека из прошлого воспоминания, а также того неизвестного деда, который решил напасть со спины. Ответов больше не стало. Выбираем, что человек был убит капитаном, и уходим. Просматривая воспоминания из третьих костей, видим, что капитан не пальцем деланный и сумел отразить нападение со спины, однако получил ножевое ранение. В открывшихся дверях мы находим, скорее всего, мертвую женщину. Выйдя из воспоминаний, находим еще 2 разложившихся тела. Отсматриваем его воспоминания. Abigail, your brother, my friend. I shot him dead. I'll be with you soon, my love. Please forgive me for everything. Капитан досрочно покидает наш бренный мир. Однако перед кончиной он сказал важную информацию, которую мы сейчас и проанализируем. Вернемся чуть назад. Абигейл, вероятно, рядом лежащая девушка. Он признается ей в убийстве ее брата, своего друга. Также он называет ее своей любовью, что может означать, что это либо его жена, либо просто возлюбленная. Что это все значит? Открываем список имен. Капитана зовут Роберт Уитерл. На 19 месте указана некая Абигейл Хаскат Уитерл, пассажирка из Шотландии. Указано 2 фамилии, что значит, что Уитерл – это фамилия ее мужа, то есть капитана, а Хаскат – девичья фамилия. Ищем человека с такой же фамилией и видим, что под 2-м номером указан первый помощник капитана – Уильям Хаскат, также родом из Шотландии. Делаем заключение, что тот человек в самом первом воспоминании – это Уильям Хаскат. Его застрелил капитан. И теперь мы точно знаем их участь. Может быть правильно, может быть нет. Проверяются участи 3 человек сразу. Верно опознайте хотя бы 3 человек и определите их участь, и эти сведения будут отпечатаны в книге. Теперь давайте немного подумаем. Это финальная глава. 3 предположительно заговорщиков пытаются что-то найти у капитана. Предположим, что это найденные сокровища. Тот же в свою очередь, не желая их отдавать, открывает огонь, убивая своего друга, брата своей жены. Дальше в каюту капитана врывается неизвестный и все так же пытается узнать, куда капитан спрятал нечто ценное. Капитан же отвечает, что они на морском дне, после чего получает удар в плечо, но вовремя убивает нападавшего. В этот момент сзади подкрадывается еще один мятежник и наносит удар ножом в бок.
но получает удар тупым предметом по голове, который и приводит к летальному исходу. Далее он идет к телу жены, кается в своих деяниях и наносит себе травмы, несовместимые с жизнью. Но что же случилось с Абигейл? Что случилось на корабле? Из-за чего лучший друг капитана решился на мятеж? Давайте же взглянем в воспоминания девушки и... Вопросов стало еще больше. Что это за монстр из лавкрафтовских кошмаров? Ктулху? Кракен? Галлюцинация? Что бы это ни было, оно убило Абигейл. Выставляем причину смерти. Однако это еще не все. Игра только началась, и не думайте, что все будет так просто. Система воспоминаний в воспоминаниях. Если в чьем-то воспоминании уже был убитый, то мы также можем увидеть и его последние секунды. Этого бедолагу разорвало на части. В воспоминании тоже никаких важных деталей нет, кроме подтверждения того, что убийцей было чудовище. Обратите внимание на портрет. Он стал четким, но ни имени, ни голоса мы не слышали. Как же понять, кто это? Обратите внимание на 2 стрелочки над рисунком. В обучении об этом не говорится, но что важно понимать, вот эти стрелочки над портретом означают степень трудности опознания. Одна стрелочка значит, что вам не составит большого труда определить, кто это. В моменте с капитаном мы буквально слышали, как убитый стучался к нему, сказав, что он капитан. 2 стрелочки означают, что прямого ответа мы не получим. Для раскрытия личности нужно обращать внимание на мелкие детали в диалоге или во внешности, либо искать ответы вообще в других воспоминаниях. 3 же стрелочки говорят о том, что тут нужно либо догадываться, либо искать по нескольким воспоминаниям. Всегда следует обращать внимание на мелкие детали, мимолетные выражения, речь, одежду, спальное место, используемое оружие или инструменты. В нашем случае обратите внимание на его внешность, а конкретно на татуировки. Это не похоже на обычные морские наколки, которые делали себе моряки. Для них более свойственны якоря, ласточки и прочая тематика, связанная с морем. Это больше похоже на ритуальные татуировки древних народов. Начинаем смотреть список команды и видим, что есть 2 страны, которые могут подойти: Сьерра-Леоне и Новая Гвинея. Однако в Сьерра-Леоне не распространены ритуальные татуировки, а вот в Новой Гвинее очень даже. Кажется, даже есть почти 1 в 1. Собственно, пробуем записать его как Маба из Новой Гвинеи. Мы узнали участь троих, однако почему-то лучшего друга капитана не сосчитало. Мы где-то ошиблись? В причине смерти я записал застрелен из пушки, что как бы не совсем так. Убили его из пистолета, а не из пушки. Таким вот образом можно узнать, правильно ли вы записали того или иного члена экипажа. Интересным фактом также является то, что у некоторых людей могут быть альтернативные судьбы. Например, кто-то может отравиться ртутью, а другой сгореть. Личности этих членов экипажа всегда остаются такими же, но их судьба может принимать разные обороты. Это создает у игрока дополнительные слои загадочности и неожиданных поворотов в ходе расследования. Порой вам придется несколько раз просматривать уже найденные воспоминания, чтобы докопаться до истины. Например, в данном случае определить смерть несложно, но тем не менее, нужно быть внимательным. Put me down! Let go! Easy now. You're in a bad way. It's the squid. Where is my Frenchman? The squid's gone. Your mate was torn apart. The dad. The beast is dead. How did you kill it? Мы слышим отчетливый акцент в речи. Также он использует немецкое ругательство, что наталкивает на мысль, что данный человек родом из Германии. Однако в списке нет немцев, зато есть австрийцы, которые также говорят на немецком языке. В диалоге австриец зовет некого своего француза. В списке видим, что есть боцман Альфред Клестел из Австрии, а также помощник боцмана Шарль Менье из Франции. Значит, вероятно, мы опознали убитого. Однако, от чего он погиб? Кем же являлся этот француз? Вот это уже задачка посерьезнее.
Игра на каждом моменте будет удивлять вас и заставлять думать. Порой просто необходимо сделать перерыв, чтобы глаз не замыливался. Вы будете чувствовать себя настоящим детективом. Однако, я мог бы и дальше рассказывать вам про судьбы людей на этом судне, но не хочу, чтобы вы портили впечатление. Игру я прошел 2 раза, но лишь в самый первый раз я испытал эмоции, которые захватили меня, заставляя играть дальше. К сожалению, при повторных прохождениях ты не испытаешь те же самые эмоции. Единственным вариантом остается передавать эту игру по сарафанному радио, чтобы твои друзья прошли ее, и ты бы наблюдал за их эмоциями, переживая их вновь. Интересно, что на своем релизе в 2018 году игра получила высокие оценки как от критиков, так и от обычных игроков, а также была признана одной из лучших игр 2018 года, но почему-то прошла мимо русскоязычной аудитории. Игра также породила интересный мем среди фанатов данной игры. Полезли. Что тут у нас? На чьё-то жилище похоже. Здесь конец. Это обычная будка. Майзафак! Баря, все, Баря, отойди, Баря. Баря! Как я говорил ранее, игра вызвала у меня бурю эмоций. Мне каждую секунду было интересно и хотелось понять, что же все-таки случилось на этом корабле. Я всегда радовался, когда приближался к своей цели. Наблюдая за событиями, которые разворачиваются на корабле, я был под впечатлением от атмосферы. Это жестокая и непримиримая история о моряках. Игра прекрасно передает атмосферу и происходящее на судне. Убедительные персонажи и тщательное развитие сюжета. Игра является достаточно медитативной, и для ее прохождения необходимо погрузиться в происходящее и внимательно анализировать. Я намеренно не стал раскрывать детали сюжета, так как хочу, чтобы вы сделали это сами. Да, на край посмотрите прохождение, чем тупо спойлерите себе концовку. Ведь найти подобную игру вы, к сожалению, а может и к счастью, не сможете. И помните, море не прощает ошибок.